Это видео будет полезно тем, кто впервые самостоятельно планирует пройти по одной из самых красивых и в то же время самых трудных троп до Аккемского озера. Я не претендую на истину в последней инстанции, однако, имея опыт ее прохождения, могу предостеречь вас о возможных сложностях, поджидающих вас в пути. Умудренных опытом походников вряд ли заинтересует моя информация, но для всех остальных она будет полезна. Основное внимание обратим на варианты прохождения участков тропы в зависимости от вашей физической формы, так как сложность ее прохождения отличается от других туристических маршрутов. Итак, вам необходимо добраться до поселка Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Отсюда и начнем повествование. Если вы по какой-то причине не имеете на руках пропуск на прохождение Сайлюгемского национального парка, то вам нужен кемпинг у Берез. Найти его нетрудно. При съезде с моста через Катунь смотрите прямо по курсу. Пропуск вы можете получить именно в этом кемпинге. Тропа частично проходит по территории национального парка. За проход без разрешения – административная ответственность. Заброска осуществляется в 9 и в 16 часов. По вечерней информацию уточняйте. На машине вы проедете 16 километров через перевал Кузуяк. Время в пути от 2 до 3 часов в зависимости от погоды. И это будет еще то приключение. Заранее скажите водителю, что вам на Арактойскую тропу, чтобы случайно не приехать к 3 березам. Цены на услугу в 2024 году составляли 2400 рублей с человека в один конец. Подавляющее большинство туристов пользуются заброской, но есть и те, кто, пренебрегая ей, начинает свой пеший поход с Тюнгура. Выбор за вами. Я разговаривал с людьми, проходившими перевал Кузуяк пешком. У всех остались плохие впечатления. Теперь о пешей части похода. Вас высадят недалеко от моста через Аккем. Нужно будет пройти до стоянки Тухман 14 километров с набором высоты 1300 метров. На часах полдень. И это в первый день, когда организм еще не готов к нагрузкам. Через 5 километров на реке Арактой будет стоянка. Если воспользоваться вечерней заброской, то часам к 8 вы окажетесь на ней. Переночевав, утром продолжите движение. Время на маршрут и на отдых будет больше. До Тухмана останется 9 километров. В противном случае вы рискуете остаться на этой поляне. Воды здесь нет, до Тухмана 5 километров, и вам придется делать дневку на Тухмане, хотите вы этого или нет. Потому что следующий участок нужно проходить весь. Важно! На подъеме тропа поведет вас по ручью. Будьте внимательны. Тропа уйдет с ручья влево, это будет последняя вода на пути к Тухману. Тухман – очень красивое место с потрясающим видом. Одноименный ручей находится чуть выше по тропе, отсюда можно наблюдать погоду на Аккеме. Следующий ходовой день. Нужно пройти 17 километров до озера Гульды-Айры. Последний водоисточник через 3,5 километра после старта. Ручей пересекает тропу. Делайте запасы, дальше воды не будет. Тропа идет по верхам. Это самая живописная часть маршрута. Никаких слов не хватит, чтобы описать увиденную красоту. Здесь понимаешь, что не зря выбрал Арактойскую тропу. Именно на этом участке вы пройдете по Сайлюгемскому национальному парку. Если по какой-то причине вы не смогли дойти до озера, то, не доходя до него километра 3 с левой стороны тропы, на расстоянии метров 200-300 течет ручей. Мимо стоянок тоже не пройдете. Но не забывайте, что это территория национального парка со своими правилами. При приближении к озеру Гульды-Айры тропа разделится на две. Не переживайте, они обе ведут к озеру, только к разным берегам. Левая тропа приведет к небольшой площадке палатки на 3-4 с рядом протекающим ручьем. Правая на противоположную сторону. Мест под палатки там гораздо больше, а вот вода вытекает из озера, и в качестве ее есть сомнения. Следующий ходовой день. От озера Гульды-Айры до реки Текелю нужно будет пройти 6,5 километров с набором высоты в начале и сбросом в конце. Воды на всем протяжении маршрута нет, так что запаситесь на озере. Обращаю ваше внимание на спуск к реке. Склон крутой, лесонасаждения отсутствуют. Будьте осторожны. Честно говоря, я не знаю, как бы спускался в сырую погоду. Но это возможно, и об этом чуть позже. С тропы видно водопад Девичьи Слезы.
к водопаду Текелю нужно идти в радиалку. Спустившись к реке, держитесь левее. Когда перейдете ручей, окажетесь на стоянке. Водопад Текелю – один из самых больших на Алтае. Увидеть его можно только пройдя Арактойскую тропу. Тропа идет по левому берегу 2 километра в один конец. Обращаю ваше внимание, что переправа через реку, указанная в навигаторе, в 24 году отсутствовала. Бревна смыло весенним половодьем. Переправлялись мы ниже по течению реки от стоянки по удачно застрявшему на отмеле топляку. Когда пойдете на водопад, тогда и разведайте, где переходить, чтобы утром не терять время на поиски. Где планировать дневку? На Тухмане, Гульде-Айры, Текелю решать вам. В нашем случае ночной дождь поднял уровень воды в реке, затопив переправу, и мы остались на вынужденную дневку. От приходящих к вечеру туристов мы узнали, что можно спускаться и в сырую погоду. Нужно немного больше времени и помощь своей пятой точки. Кстати, нам попадались туристы, которые проходили тропу наоборот от Акемского озера. Тоже вариант. Следующий ходовой день. Нужно пройти 7,5 километров до реки Ярлу, либо 9,5 километров до Акемского озера, если посещение долины реки Ярлу не входит в ваши планы. Маршрут начинается со штурма в лоб левого склона реки Текелю с набором высоты 700 метров. В дождливую погоду тропа превращается в ручей. Если вы решили пройти Текелю без остановок, водопад вы все равно увидите. В конце подъема видно оба водопада. Еще одно место, ради которого нужно идти Арактойской тропой. Когда подниметесь на вершину, вашему взору предстанет плато Сарыбель. Долина Акема, снежные хребты, все как на ладони. Справа перевал Каратюрек. Никакая оптика не передаст всей красоты увиденного, только своими глазами. На плато ведут две тропы. Правая после резкого спуска идет относительно ровно, но почва болотистая со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Левая идет вдоль склона немного повыше, почва каменистая, сухая. В конце плато они соединяются в одну. За все время похода диких животных мы не встретили. Кроме сурков никто нам не попадался. Но свежий след косолапого все-таки был, поэтому средства защиты всегда должны быть с собой. След на плато Сарыбель. Спуск в долину крутой, но не опасный. Места под палатки есть как на левом, так и на правом берегу. Вода в реке мутная, но впадающие со склона ручьи несут вполне пригодную для питья воду. В остановке на реке Ярлу есть свои плюсы. Во-первых, здесь можно найти хоть какие-то дрова, чего абсолютно нет на Акеме. Во-вторых, раз уж вышли на Ярлу, то почему бы не сходить в долину? Долина реки Ярлу. Тропа идет по левому берегу, расстояние 2 километра. Если будет пасмурная погода, в долине делать нечего. Красота разноцветных гор раскрывается только на солнце. Эдельвейсов много, как ромашек на поляне. Каменный город на месте, величественный камень тоже. Лохматые охранники звонко предупреждают о приближении непрошенных гостей. От стоянки Ярлу до Акемского озера 2 километра пути. Тропа выходит на метеостанцию, где за небольшую плату на лодке вас переправят на левый берег Акема. Или как вариант уйти по тропе правее, далее по мосту через Акем на базу Высотник, если есть необходимость. В таком случае маршрут окажется немного длиннее, но какое это имеет значение? Вы на месте, вы на Акеме. Не забудьте зарегистрироваться у пограничников, мимо не пройдете. Для возвращения в Тюнгур рассмотрим Акемскую тропу. 22 километра с постоянным сбросом высоты. Можно пройти за один день, но лучше разбить на 2. Учтите, что первая половина для прохождения легче, поэтому пройти нужно будет как можно больше. Вы же помните, 66-е приезжают к обеду. Будьте внимательны, у Высотника есть шанс уйти на Ярлу. Тропа на 3 березы уходит левее. Тропа простая, легкая, местами прижимает к реке, но неинтересная. Кроме леса ничего не видно. Через попадающиеся ручьи оборудованы переходы.
На 3 березах вас будут ждать 66-е газы. Много. Так что в любом случае не останетесь. На этом все. Ходите в горы, любите горы, живите горами. И хороших вам маршрутов.